Изучи бизнес-нишу «Свидетель факта» для Соединенных Штатов Америки. Какие необходимые условия для того, чтобы суд по правилам и по законам принял цифровое доказательство, сохраненное каким-то свидетелем, который не является экспертом, а является свидетелем факта в понимании законодательства Соединенных Штатов Америки. Произведи глубокое исследование. Если надо, перед началом задай мне какие-то уточняющие вопросы, на которые я тебе отвечу. А мы сейчас просто изучаем нишу. Мы выбираем Research в клауде. Opus 4.6 запускаем. В GPT Chat 5.2 платной версии мы запускаем Deep Research. И то же самое и в клауде Gemini, в Gemini в гугловском Pro версии мы тоже запускаем. Так, а где же здесь Deep Research? Да, Deep Research мы запускаем и тоже нажимаем запуск. Идем в клауды. Он может задать upstream connect error or disconnect reset before connection timeout. Окей. Какая-то ошибка. Многие пользуются сервисом. Он начал обваливаться. Так, что у нас с GPT? Свидетель факта и цифровые доказательства, собрать федеральные правила доказательств и ключевые статусы США, изучить прецеденты по приему цифровых доказательств свидетелями факта, проанализировать требования к аутентичности и надежности цифровых доказательств, оценить роль экспертизы и исключений для непрофессиональных свидетелей, сформулировать практические рекомендации для подготовки цифровых доказательств свидетелям факта. Ну, то есть он ничего не спрашивает, он просто написал себе план. Что тут у нас Gemini? Он нам что-то предлагает план на утверждение или хочет, чтобы мы его изменили или утвердили. Изучить определение и различия между свидетелем факта, lay witness, fact witness и экспертом, expert witness. И в правовой системе США, опираясь на федеральные правила доказывания Federal Rules of Evidence, в частности, правила 701 и 702, исследовать общие критерии допустимости цифровых доказательств в американских судах, включая требования к аутентификации RFE, 901 правила о наилучшем доказательстве Best Evidence Rule и исключение из правил о слухах hearsay. Мне все нравится, да, начать исследование. Так, GPT тут уже сама что-то делает. Клауда не отвечает, пробуем его перезагрузить. Дать ту же задачу, тот же глубокий режим Research, Opus 4.6, тот же запрос и пускаем. Так, отличный вопрос. Тема на стыке права и технологии. Здесь есть несколько важных развилок, прежде чем я запущу. Ну, вот единственный, кто задает какие-то вопросы, это вот клауды. Какой тип цифровых доказательств тебя интересует больше всего? Скриншоты веб-страниц, фото и видео с телефона, аудиозаписи разговоров, все типы цифровых скриншоты веб-страниц и, наверное, одновременно несколько скриншоты веб-страниц. Наверное, отметим, что что-то свое. Значит, будем надиктовывать. Одновременно и скриншоты страниц, и создание PDF-документов из страниц, в том числе фиксация наличия или отсутствия URL на какой-то конкретной странице, просматривание видео и формирование сохраненной копии видеофайла или свидетельские показания о том,
что содержалось внутри какого-то видеофайла. То есть вот такие вот, допустим, вопросы для свидетеля факта. Окей. Следующее. Федеральные суды, суды штатов, обе системы. Обе системы. Да, исследуя рынок для создания продукта, нет, нужно конкретного дела, общее понимание правовой базы. Да, исследуя рынок для создания продукта. Хорошо. То есть он позадавал какие-то вопросы, я это люблю. Он знает, что я люблю какие-то дополнительные вопросы. Ну и здесь я явно сказал, если надо перед началом задай мне какие-то уточняющие вопросы, на которые я тебе отвечу. GPT уже из 5 пунктов изучила 183 источника. Первый пункт выполнил, а второй, третий пункт еще в процессе выполнения, четвертый, пятый не приступал. Gemini выдает не просто количество источников, а миниатюрки приятные, приятно смотреть, выводит промежуточные рассуждения, правовой фундамент и роль свидетеля, и там куча всего, что можно читать. Пока он что-то изучает, он промежутки тут выводит, чтобы пользователю не скучать. Так, GPT просто показывает количество. Так, мне говорят, что я превышаю мой план Клауды. И я могу подождать или апгрейдироваться не только до Max, а до 20x Max. Для того, чтобы в 4 раза. Так. Интересно. Первый раз достиг лимитов. Сегодня использовал агентов браузерных, которые там искали. Они были не очень эффективны. Значит, они сожрали очень много токенов. Окей. Попробую закрыть. Может, он еще что-то может искать в рамках имеющихся лимитов. Если нет, то окей. Пока что он еще работает. Смотрим, что там GPT и что там Google. Ну, наверное, я даже прерву сейчас запись и покажу уже результаты, когда они уже поищут и найдут. Для вас это будет через секунду. Мы с тобой сейчас создаем веб-сайт, статичный веб-сайт, на котором продается услуга свидетель факта, fact witness, для рынка США. Проанализируй эти данные и предложи структуру сайта, чтобы она была понятна и приятна пользователю. Услугу оказывать буду непосредственно я, как физическое лицо в штате Юта. Сайт только для Юты, США. Если есть какие-то вопросы, то задай. Так, копируем, вставляем в Sonnet 4.6, потому что Opus сегодня нас очень расстроил тем, что лимиты закончились. Из Opus копируем то, что он понасобирал. Из GPT тоже copy контент вставляем опять в клауды. Из Gemini контент, экспорт, copy контент. Так, скопировался и вставляем. То есть у Sonnet 4.6 сейчас должен быть более-менее контекст о том, что мы хотим делать, что нам необходимо.
Сейчас на основании того, что глубоким исследованием понасобирали 3 искусственных интеллекта, я хочу разработать структуру сайта, которую уже потом воплотим. Услуга такая, что вначале человек ко мне обращается и говорит, что ему нужно зафиксировать из публично доступных источников, и предоставляет ссылку. Потом предоставляет информацию, как можно туда попасть. То есть, может быть, там необходимо ввести какой-то специальный логин, пароль для того, чтобы войти в определенную платформу. Вот. И третье, наверное, где искать то, что он хочет, чтобы я зафиксировал. И потом четвертое — это что непосредственно человек хочет, чтобы я зафиксировал. То есть наличие ссылки, наличие какого-то текста, наличие какого-то звука, наличие какой-то картинки. То есть вот такое, такая информация достаточная от клиента, чтобы он уже начал взаимодействовать со мной как с свидетелем факта. И потом человек уже сразу перенаправляется на платежную систему для оплаты. Вот, предложи мне сайт, его структуру, чтобы человек сразу понял, что он попал туда, куда нужно, куда он искал, что он может получить свою услугу, что я делаю и чего я не делаю, а, что можно ожидать и чего нельзя ожидать от моей услуги. Так, подписка, комбинация. Я считаю, что услуга должна оказываться по фиксированной цене, допустим, $200 за простую фиксацию факта. При этом должна использоваться также подписочная модель в виде $5 в месяц хранения этой информации на сервере. Также я считаю, что должно быть предусмотрена возможность участия в суде. Если меня вызывают в суд, то я беру 4 часа за подготовку к судебному заседанию, и с момента, как за час до того, как начинается судебное заседание, если это онлайн, и когда вызовут по факту, вот когда уже меня отправят, что тебе все, до свидания, то тарификация заканчивается тоже $200 в час. Аффидатив, который я подписываю через нотариуса, это я оказываю эту услугу бесплатно, только человек оплачивает сам факт нотариуса, то есть это списывается с его карты предавторизованной. Наверное, так. И возможно, что есть смысл начинать с фиксации только публично доступных данных, потому что если для сбора данных необходимо производить предварительную авторизацию в каком-то сервисе, то, скорее всего,
может потребоваться какая-то регуляторная политика, что я там зашел туда, куда не имел права зайти. Вот, и меня пустили туда, куда не имели права пускать. Поэтому, наверное, мы ограничимся изначально только публично доступными данными, которые могут быть доступны, просто пройдя по какой-то ссылке. Если надо, задай какие-то еще вопросы. Ой, я уже перепугался, что он перестал записывать. Так, хорошо, записал. Так, есть ли у тебя технические сертификаты или юридическое образование, которое можно указать на сайте? Да, конечно. Да, несмотря на то, что я проживаю в Юте, у меня есть образование магистра юридических наук в другой стране, не в Соединенных Штатах. Также у меня есть лицензия в другой стране, лицензия адвоката, что соответствует здесь в США Bar Association, но в Соединенных Штатах у меня нету разрешения на практику как юрист. А также я являюсь магистром компьютерных наук. И сейчас я тебе еще предоставлю дополнительный документ от Bar Association Калифорния. Секунду, сейчас найду. Я на паузу поставлю. Так, нашел письмо от Калифорнийской Bar Association и предоставил данные Sonnet 4.6. Очень важная информация. Сделаю несколько критических замечаний, прежде чем предлагать структуры, напрямую влияет на то, что можно и нельзя писать на сайте. Что нужно четко понимать о позиционировании. Письмо из California Bar — это одобрение регистрации для сдачи экзамена. Не admission, ты не являешься licensed attorney. Да, это критично, потому что сайт обязан быть построен так, чтобы исключить любой риск unauthorized practice of law. Да. Твои реальные сильные стороны для сайта — международный Master of Law, действующая лицензия адвоката в другой стране, Master of Computer Science. Это и есть ключевое уникальное преимущество для данной ниши. Понимание правовой системы США, технические экспертизы и редкая комбинация. Что на сайте нельзя. Называть себя attorney. Да, это понятно. Обещать юридически, использовать да, статуса нет, абсолютно верно. Что можно? International Trained Legal Professional, Foreign Licensed Attorney, Computer Science. Да. Акцент строго на технические услуги, захват, хеширование, документирование, аффидетив как факт свидетеля. Теперь еще два вопроса, без которых структуру не построить. По каждому ответы предлагаю предварительную структуру сайта на основе того, что уже знаю. Ответы на виджете позволят все уточнить. Предлагаемая структура сайта: одна страница, one page landing, 7 секций, hero, первый экран, заголовок четкий, и прямо, например, Court Ready Digital Evidence Preserved by Qualified Person under подзаголовок, что за сервис в одном предложении, Request Capture и Get a Quote. Важно без слова attorney. The problem, почему это важно.
аудитория, адвокаты, малый бизнес, what I do, how it work, why me, pricing, контакт order, простая форма, иметь тип доказательств, срочность, контакт, телефон, как только ответишь на виджете. Так, кто твоя основная целевая аудитория? Моя основная аудитория — это физические лица, которые представляют сами себя в суде. Это моя целевая аудитория. Но также могут быть и юристы, но больше будем ориентироваться на тех людей, которые не разбираются в юриспруденции. То есть им нужно максимально доходчиво объяснить, что такое допустимое доказательство, что такое недопустимое доказательство, что мы формируем. Также я хочу, чтобы на сайте было сказано, что гарантия стопроцентного возврата денег в случае, если суд признает, что мы оформили документы в нарушение федеральных правил, которые предъявляются к таким вот свидетельствам, как у меня. Вот, чтобы человеку было спокойно. Вот, что будет стопроцентный возврат. При этом мы должны указать, что мы не можем повлиять на то, признает ли суд допустимым доказательство или признает недопустимым. Мы только говорим о том, что мы составим все моменты согласно федеральных правил. Можешь задать еще вопросы дополнительные. Если уже название домена, да, есть. factwitness.com. Захват веб-страниц соцсетей, скриншот, метадата. Подготовка аффидитива, да. Я бы начал только с простого, да, только с этого. Так, и он завис, потому что ответил на вопросы. Есть ли еще вопросы или все? Так, у него из виджетов непонятно ответы. Хорошо. Так, будем текстом общаться. Более стабильная модель. Ценовая модель. Ценовая модель, я считаю, что одна фиксация именно свидетелем факта мной flat rate $200, при этом хранение по подписке $5 в месяц за хранение этих доказательств, плюс еще, если необходимо будет участие в суде, то это дополнительно $200 в час, если дистанционно. Если по юте надо подъехать, то, соответственно, $200 в час. При этом 4 часа подготовка к заседанию, плюс фиксация времени. Если я физически еду, то вот я вышел из дома, я начинаю фиксировать время.
доехал до суда, и вот заканчивается фиксация времени, когда я уже был отпущен судом из судебного заседания. То есть вот это вот должно все быть прописано. При этом моя подпись под аффидативом, она бесплатная, но нотариальное заверение, оно списывается с клиента. Такая ценовая услуга. Так, это мы вырезаем, вставляем сюда в диалог. Ценовая модель ответили, услуги только... что мы будем фиксировать? Я думаю, будем фиксировать для начала просто фотографии, которые могут быть общественно доступны. То есть это скриншоты веб-сайтов, что-нибудь такое, что доступно в общем доступе для пользователей, где не нужна какая-то верификация, валидация или какой-то специальный вход, или доступ к чтению чужих сообщений. То есть это может быть специально регулировано, поэтому я туда не хочу лезть. То есть вот то, что доступно онлайн, я могу зайти из своего браузера и могу зафиксировать. То есть вот в этом я участвую, я могу быть свидетелем факта того, что общественности доступно, то доступное мне, и я могу зафиксировать, что да, это было действительно там. И сделать это правильно с точки зрения закона. Так, вырезаем, вставляем. Последняя аудитория, кто приоритет. Я думаю, мои на первом месте будут это люди, которые представляют сами себя в суде. То есть им необходимо объяснить, что, с одной стороны, я гарантирую 100% возврата денежных средств в случае, если суд в своем решении укажет, что составленные мной документы не соответствуют федеральным правилам для составления подобных документов. То есть там вот эти вот все правила. Но при этом я не гарантирую, что суд примет доказательства как надлежащие, и это надо четко прописать, что я это не гарантирую, что это точно на усмотрение суда, и как решит суд, ну так и будет. Тут я влиять абсолютно на это никак не могу. На втором месте я считаю, что мои клиенты — это профессиональные юристы, это частные детективы и страховые агенты. То есть вот где-то на первом месте те люди, которые сами себя представляют, а потом это профессионалы своего дела, которые могут ко мне обратиться для фиксации, для судебного процесса по штату Юта. Я запрещаю тебе переходить к коду сайта. Создавать сайт будешь не ты. Мне необходимо согласовать с тобой пункты, план сайта. Поэтому просто в одну строчку каждый, каждый пункт сайта ты мне просто напиши, а я его буду одобрять. Пока ты его не одобрил, то его я запрещаю создавать. Создавать будешь не ты, а будет создавать другой агент. Внутри PageArm через Cloud Code. Так, мы ему вставляем. Это он говорит, как только напишешь, сразу перехожу к коду сайта. Не надо нам это. Here, окей, структура сайта, заголовок, одна фраза, что за сервис, проблема, what I do not. Мне не совсем нравится, вот давай я тебе дам пример сайта, который мне нравится, допустим, Proof. Там в самом начале идет, ну,
как и в других сайтах, которые мне нравятся, сразу к делу. То есть человек зашел, и он, если он знает, куда он зашел, чтобы он сразу мог заказать эту услугу, чтобы он сразу мог ввести все свои данные и заказать услугу. То есть это должно быть а, просто логотип, объясняющий, что и куда человек попал, чтобы он понимал, что да, он туда попал. Потом там должны быть инпуты. Первый инпут для ссылки, где должно быть зафиксировано что-то. Потом второй input должен быть описание того, что должно быть там зафиксировано, что человек хочет, чтобы там было зафиксировано. А третье — это должны быть указаны срочность, то есть насколько человеку срочно, чтобы это было все зафиксировано. Срочность измеряется там 3 показателями, там в течение недели это там, допустим, $200. В течение 2 дней это там, допустим, пусть будет $400. В течение суток $600. Пусть будет просто такие цены. И это все должно помещаться в первый полэкрана, а дальше уже может быть всякое описание. То есть, исходя из этой логики, построй, пожалуйста, сайт. Ну, в смысле, предложи мне новую логику, которую я буду с тобой утверждать. Мы с тобой просто общаемся. Так. Отправляем ему. Так, структура сайта. Hero, верхний полэкрана, логотип, таглайн, форма из 3 полей, URL, описание, что срочность, 3 варианта с ценой, how it works, 4 шага. Да, и, наверное, еще надо фиксировать, куда человек хочет получить этот документ. Наверное, электронная почта. Я буду подписывать аффидатив через электронного нотариуса онлайн. И онлайн-подпись будет проверяемая тоже онлайн, поэтому, наверное, нам необходимо иметь email человека, куда ему отправить этот документ, поэтому еще дополнительно должен быть поле для сбора имейла. А там, где человек выбирает срочность, то я думаю, это должен быть кнопка радио, где будет указана цена разная и, соответственно, другие сроки. Вот, исходя из этого, и еще перемести гарантию 100% возврата денег в самый верх, чтобы это, ну, сразу бросалось в глаза, а то ты спрятал где-то там в хвосте. Это не дело. Так, отправили ему, общаемся, понятно, вот обновленный план. Структура сайта, факт Witness, версия 3, Hero, верхний полэкрана, логотип, таглайн, баннер гарантии. Мне не нравится логотип, мне не нравится баннер. Я не хочу, чтобы все формировалось при помощи баннеров или при помощи логотипов. Это создает какое-то ощущение, что я как-то продаю.
Но если у меня юридическое прошлое и я компьютерный инженер, то я больше стараюсь общаться конкретно по делу и текстам. Поэтому баннер, логотипы, я не дизайнер, чтобы это все было из картинок состоящее, а мне нужно просто, чтобы роботы имели возможность зайти на сайт и считать эту информацию. Поэтому в качестве логотипа просто используй название сайта без .com. Вместо баннера просто это должна быть надпись, которая находится, размещена на сайте. Вот. Мы делаем SEO-оптимизированный сайт, который хорошо будет индексироваться роботами поисковыми, поэтому вот ориентируйся на это. А пропишем ли мы к картинке какие-то правильные теги и микроразметку, ну, я не знаю, там, Cloud Code с этим всем справится или нет. Будем исходить из того, что мы будем ориентироваться больше на текст. Так, даем правки по первому пункту. Понял, текстоориентированный, семантический, SEO First подход. Вот обновленный план хедера, текстовый логотип. О, ну да, вот теперь мы уже Да, он понял, на каком языке со мной. H1 для SEO, под ним одна строка toggle, под ней строка гарантия, 100% one back if documents files federal compliance standards. Супер. Вот я теперь понимаю, что он меня понимает. Форма заказа сразу под хедер, 4 поля, URL, описание, email, радио button, срочности, кнопка Add Now. How it works, текст 4 шага нумерованным списком, тег all для SEO, what you get, текст маркированный список, что входит в пакет, включая еноты, реверифицированную подпись, pricing, текстовая таблица всех тарифов, capture, storage, court appearance, prep, portal to... Так. Storage, pricing надо детализировать. Да, и ты укажи, что когда они оплачивают услугу, то туда автоматически включается подписка содержания, которую надо принудительно отменить. Вот, то есть, чтобы для них это не было удивлением, и получается в корзине, то тогда должно быть не, условно говоря, 200, а 200 за услугу и 5 ежемесячная подписка за хранение. То есть это должно быть четко прописано. И ну, вот эти вот услуги за явку в суд мы тоже не скрываем, мы просто четко прописываем на сайте, чтобы для человека это не было новостью, чтобы он заранее знал, в какие условия он вписывается. Ну и что это публичная оферта на этом сайте. Если человек принимает саму услугу, то он принимает эти условия. Так, это вставляем who this is for, перечень аудитории, who I am, окей, fuck you, текст, разметка, frequently asked question, footer, email, телефон, disclaimer, not licensed to practice law in Utah. Да, и, наверное, еще надо... Я думаю, на сайте еще правильно разместить, кто такое факт, witness, и кто такой квалифицированный специалист, и кто такой профессионал, который имеет право давать специализированные, расширенные, сложные объяснения, что такое SSH, код, как он формируется и все остальное. То есть, ну, грубо говоря, можем, не можем, да, то есть там должно быть отражено
что зафиксировать авторство человека, что это он написал, мы не можем, потому что мы не можем установить, какой человек фактически создал это, или, может быть, искусственный интеллект создал это. Да, то есть мы просто фиксируем факт, что на такой-то странице такое-то находится, но установить уже авторство это могут только там следственные органы, там сотрудники правоохранительных органов, органы по запросу судов. Ну, то есть вот такое вот надо описать, чтобы человек знал, чего ждать и чего не ждать. В конце документа наглядно графиком или сравнительной таблицей с наглядными иконками. Окей, вот это вставляем и смотрим, что у нас будет сейчас. Так, хорошо. Header, текстовая, форма заявки, 4 поля. What you get, how it works, what I can and cannot do, who is who is who, pricing, так, who this for, who I am, can I help you, сравнительная таблица, frequently asked questions, footer, SEO. Да, мне нравится. Да, мне нравится эта структура. Теперь, исходя из этой структуры, предложи мне точное наполнение сайта, исходя из того, что у тебя уже в этом диалоге со мной есть 3 фактических документа, чему что должно соответствовать. То есть, с одной стороны, это должен быть понятный документ и для юристов, чтобы они увидели там правильные законы, там правильные судебные практики, чтобы они понимали, что мы понимаем, о чем говорим. С другой стороны, это должно быть близко и доступно простому смертному, который понимает, что ему нужен свидетель в суде. Вот. И человек, который придет и будет свидетельствовать, что да, действительно, он зафиксировал какой-то факт на каком-то сайте. Вот. В общем, те 3 исследования в начале документа я тебя диалога сбрасывал. Вот исходя из них, сформируй полный текст вот этого одностраничного сайта, который мы с тобой согласовываем. Предложи мне полный текст этого одностраничника. Так, вырезаем, вставляем. Ему мы одобрили, получается, структуру, и теперь ждем, чтобы он наполнил это все. Так, он формирует. Значит, что мы сейчас уже будем делать? Мы вот это будем уже непосредственно вставлять в PageRarm. Вот у нас тут индекс HTML, который здесь оформлен. Вот факт witness. И получается, что вот все, что мы вносим, то оно отображается уже в интернете. То есть какая связка поднята раньше в видео. Раньше в видео у нас поднята связка, что куплен хостинг, домен привязан к Cloudflare. Cloudflare связан
с GitHub. И получается, здесь по HR у нас связан с GitHub. Отсюда мы заливаем все на GitHub. Из GitHub оно автоматически уже все заливается на хостинг, пересобирается сайт и уже становится доступен по вот этой вот, по этому доменному имени. То есть все у нас в плейлисте «Как создать веб-кодинг, создание сайта с нуля». Вот здесь вот все это описано. Хорошо. Так. А на этом это видео заканчивается. Он создал какую-то структуру сайта. Дальше я это уже читать не буду. Мы это будем просто создавать сайт. Все. Модель бизнеса мы продумали и будем пробовать ее воплотить. Хорошего вам времени суток и финансового вам благополучия. Создавайте IT-проекты единороги. Пусть все получается.